Всем привет! Часто задают такой вопрос, нужно ли возвращаться в Ирландию в 2025 году? Актуально ли это? Задают это и не про тех, кто в первый раз собирается приехать в Ирландию, нет, а про тех, кто уехал полгода назад, год, полтора, и у них остался желтый лист. То есть они в свое время приехали в Ирландию, получили временную защиту и потом по какой-то причине либо переехали в другую страну, либо просто вернулись в Украину. И вот теперь они задаются вопросом, есть ли смысл в 2025 году вернуться в Ирландию, так как у них желтый лист есть, то есть временная защита есть, по факту они могут приезжать в Ирландию, у них есть PPS, они могут искать работу, то есть у них есть все привилегии. Просто чего у них нету, это того, что если не вернуться, то у них только два варианта по размещению. Это снимать жилье самим, либо искать по ARP, так как размещение от государства для них уже будет недоступно. Это первое. И второе, что я хочу сказать, что пока еще можно приезжать, но, смотрите, в феврале либо в марте ведут новую регистрацию, то есть и уже временную защиту будут давать тем, кто зарегистрируется, либо пройдет, да, вот эту вот проверку. Не знаем, что там будет. То есть по факту пока еще двери открыты, но, возможно, уже с марта будут какие-то ограничения. Плюс весной ждут изменения по ARP, так что тоже этот вариант размещения скоро, возможно, может стать неактуальным. И сейчас, на январь 2025 года, я записываю это видео 22 января 2025 года, сейчас это все еще актуально, все еще работает. Если человек именно приедет сегодня, 22 января 2025 года, я говорю именно на сейчас, что же он получит, если вернется именно с желтым листом. То есть я говорю не про тех людей, которые впервые приезжают в Ирландию, нет, мы говорим про тех, которые хотят вернуться в Ирландию по причине того, что они уже получали временную защиту, а потом уехали по какой-то причине и хотят вернуться. Смотрите, если вы возвращаетесь в Ирландию, то вы сейчас получите с 1 января уже зарплата минимальная 13 евро 50 центов. Это будет где-то минимально у вас 2200-2300 евро в месяц. То есть это минимально, если вы будете работать по 40 часов в неделю. Отличные деньги, то есть этих денег вполне вам хватит для жизни, для нормальной, обычной, да, но не голодной, не бедной жизни. Дальше, если вы специалист в любой сфере, электрик, сантехник, механик и так далее. Просто если у вас какое-то есть образование, и вы сможете здесь подтвердить этот диплом, либо переквалифицироваться, то есть пройти тут новые курсы, да, то есть если вы специалист, короче, то вы будете получать от 3000, 4-5 и выше пошел просто в закат. Эта сумма может идти в закат. Так что с той точки зрения именно зарплаты, заработать, отложить, это отличная страна. Главное, что здесь проблема, главное в Ирландии, это, конечно же, жилье. Но, если мы говорим про украинцев, у них еще есть лазейка, то есть, а мы говорим про украинцев, это, конечно, программа ARP. Но на нее я бы слишком уже не рассчитывал. Если вы хотите реально вернуться в Ирландию и начать все сначала, то, конечно же, ищите только аренду. Но замкнутый круг. Без работы, без каких-то, да, бэкграундов, то есть от бывших лендлордов, то есть от бывших арендодателей, процент того, что вы сможете снять жилье нормальное, адекватное, это оно просто сводится к нулю. То есть и вот замкнутый круг. Это обратно же Ирландия, это социальное государство. Следующий момент. Если вы приезжаете, вот вы украинец, да, вы решили вернуться в Ирландию, то вы, как вы знаете, если вы тут нормально работаете, выполняете все условия, то если по какой-то причине у вас там что-то случится со здоровьем, либо вас уволят, то вас без денег не оставят, то есть вас без куска хлеба, никто вас не оставит на улице замерзать, умирать. Нет, тут такого нету. Если вы работаете, то потом, если у вас что-то случается, здоровье, либо еще какая-то случается в жизни ситуация, то вы всегда сможете от государства получить помощь. И она хорошая помощь, то есть вы вполне сможете
жить, именно жить, не существовать, а жить. Кто-то скажет, ну есть же бомжи, что ты рассказываешь, как это. Но это уже полные маргиналы, вы понимаете? В Ирландии невозможно, если ты адекватный человек, полностью упасть на дно. Ну невозможно просто, если ты адекватный человек, даже если у тебя там была ипотека, у тебя забрали, банк забрал дом, все равно тебе дадут потом социальное, временное какое-то жилье. То есть тебя не оставят без помощи. А если ты там наркоман, алкоголик, конченый, если ты сам эту помощь от себя отталкиваешь, максимально, ну, не хочешь, да, чтобы в твою жизнь лезли, тебе устраивает, там, не знаю, жить на улице, колоться, нюхать, там, воровать и так далее, то таких людей, конечно, уже никто не трогает, никто не переучивает, это такой уже стиль жизни. Про вот эту категорию людей мы просто откидываем. Мы говорим про адекватных, нормальных людей, которые живут простую, обычную жизнь. С этой точки зрения Ирландия идеальная страна, потому что, еще раз повторяю, это социальное государство. Здесь всех максимально пытается уравнять. Зарабатываешь много, будешь, значит, платить много налогов, чтобы они пошли на то, чтобы те люди, которые, да, не такие успешные, либо те люди, которые в чем-то у них есть ограничения по здоровью, чтобы им государство могло помогать так, чтобы они себя не чувствовали ущемленными в этой стране. Вот такой вот принцип социального государства. Кто-то скажет, это несправедливо, это мои деньги, почему я должен, да, платить, обеспечивать лодырей, либо там инвалидов, либо пенсионеров. Ну, так это работает. Следующий момент, если вы возвращаетесь, то вам доступно все. Вам, возможно, выдадут, да, medical card, даже повторно вы сможете податься. Ваши дети смогут получить образование, смогут поступить в колледж. То есть все полностью у вас открыто. Главный минус это то, что у вас не будет, да, размещения от государства. Но обратно же, даже новенькие, которые сейчас приедут, вот именно 22 января, то ему дадут всего лишь лагерь на 90 дней. 90 дней в поле, либо в лагере, это вообще ничего для Ирландии, потому что люди годами, бывают, ищут жилье. Годами, понимаете? Так что 90 дней это капля в море просто. Это иголка в стоге сена. Что еще я хочу сказать? Вывод, да? Есть ли смысл возвращаться? Если вы хотите поменять свою жизнь, если у вас есть дети, у вас семья, да, если ваши дети, тем более там возраста там 3, 5, 7, там, ну, еще не тинейджеры, да, то есть дети, то я советую вам, конечно же, переезжать. Я именно советую, я не рекомендую. У каждого своя голова на плечах, потому что для детей здесь максимально детей холят и лелеют. То есть тут все сделано так, чтобы ребенок себя чувствовал комфортно везде, в садике, в школе и так далее. То есть у ваших детей есть возможность, первое, это изучить язык, второе, получить образование здесь хорошее, европейское, да, и третье, потом получить гражданство. И четвертое, конечно же, потом после образования они смогут себе реализовать здесь, либо вообще эмигрировать дальше, там, Новая Зеландия, Австралия, Америка, как ирландцы это делают, и стать человеком. Вот эти перспективы меня, ну, очень сильно подбадривают нас, нашу семью, оставаться. Мы не живем по АРП, мы не получаем никаких там социальных помощи, там, каких-то социальных квартир, нет, мы сами снимаем жилье с первых дней, вот купили автомобиль, движемся дальше, скоро получим полные водительские права, с правами будет легче, конечно же, найти более квалифицированную, либо более оплачиваемую работу, можно будет из чего-то выбирать, потому что без автомобиля, конечно, ты максимально привязан к своему селу, либо городку, ну, просто без автомобиля здесь общественный транспорт развит очень плохо, потому что, почему? Потому что все завязано на автомобиле. То есть все считают, что у каждого должен быть автомобиль. И здесь не причина, что у государства нет денег, чтобы поставить больше автобусов в рейс. Нет, у них есть деньги, но, понимаете, не будет тогда такого количества людей, чтобы на этих автобусах ездить. Вот и все. То есть системе не нужно такое количество общественного транспорта, ну, как мы хотим, да, как у нас там в Украине, в других странах, там через каждый час ездит автобус, бывает и через каждых полчаса, ты можешь там какой-то город, да, буквально пришел, билет купил, 20 минут и уже поехал. Нет, здесь рейсы там, у них промежутки по 3 часа, по 4 часа, бывает и по 5 часов, что, ну,
Не часто. И из-за этого, конечно, если у человека нету раз машины и два водительских прав, это первое, да, то, конечно, ему трудно будет найти какую-то нормальную работу, потому что обычно работа, там даже хорошие фабрики какие-то, они находятся за городом. Чтобы к ним добраться, нужен автомобиль. Обратно же это я отошел от темы той, которую, да, ну, из-за которой я начал записывать видео, что многие спрашивают, есть ли смысл возвращаться в Ирландию в 2025 году. На мой взгляд, конечно же, есть. Только какие цели вы себе ставите? Если цель вернуться и сидеть на социале, жить по программе АРП, либо в размещении от государства, то это сразу проигрышный вариант, потому что, я думаю, сейчас в феврале, в марте и в апреле ждут очень большие изменения всю систему по помощи украинским беженцам в Ирландии. Так что, если вы рассчитываете именно на вот этот вариант, что вы приедете на все готовенько и будете жить припеваючи, получать бенефиты и жить в социальном жилье временном, то это не вариант. Если вы хотите вернуться, снимать сами жилье, найти себе работу, пахать, работать, снимать и стараться, то есть именно во благо себя, да, то есть стараться не просто приехать, сидеть на шее у государства, а именно пытаться самому что-то сделать, то, конечно, приезжайте, welcome, потому что это страна возможностей. Английский учится легко, если захотеть, его можно выучить, ну, нелегко, но базово какие-то, да, обычные фразы, их можно выучить вообще на изи. И работа обратно же 13.50, минимальная оплата труда. Если вы сам, да, одиночка, то вообще проблем нет. Снимите какую-то комнату за 500 евро. В маленьких городках можно и за 400 найти комнату. Самому пока если вот так вот хватит. Сами считайте. Минималка 2200 вы получаете, минус 400 плюс коммуналка. Там, ну, 500-600. Ну вот давайте округлим все с едой до 1000. У вас еще 1000 плюс остается. Откладывать можно легко. 500-600 евро просто. Вот просто не обсуждается. А то и до 1000 можно отлаживать. Еще раз говорю, с этой точки зрения, конечно, эта страна отличная. Но тут же решать вам. Полностью решать вам. Я никого не призываю возвращаться, так как намечаются очень большие изменения для украинских беженцев. И здесь не будет сахар и вот эти все, да, лобстеры, пятизвездочные отели, там все вот это уже ушло в закат. Это был, ну это так образно, да, ультрирую, это было в 22 году, да, людей реально там селили в такие крутейшие отели, кормили, поили, все дарили, все давали, то есть полностью обхаживали как маленьких детей, ковровую дорожку стелили. Все это было. Это так в саркастической форме я это все просто говорю, но так это по факту и было. И потом с каждым годом это все уходило в закат. И вот в 25 году этот закат уже максимально, то есть вся эта помощь заходит уже в закат. То есть остался краюшек, просто солнышко уже остался. Так что если вы собираетесь приезжать и жить за счет государства, то нет. Если вы хотите приехать и начать новую жизнь, выучить английский и именно дать путевку в жизнь не то, что даже уже себе, а больше своим детям, то, конечно, это идеальная страна для переезда и для того, чтобы начать новую жизнь. Я повторял и буду повторять, моя семья пока есть в планах, мы собираемся остаться. Неважно, что там примут что-то, да, и скажут там всем до свидания, до побачення, то подадимся, конечно, на международную защиту. То есть мы ничего не боимся, никаких решений, нам они не страшны, потому что мы в легальном поле, платим налоги, работаем, развиваемся. И если даже скажут, что и таких даже ребят не оставят, то будем, значит, подаваться на международную и останемся все равно здесь, потому что здесь комфортно, здесь удобно, здесь добрые люди, здесь красивый остров, здесь безопасно, но лично в нашем городке мы чувствуем себя тут в безопасности, нашему сыну здесь нравится, он здесь развивается, нам тоже нравится, потому что мы себя чувствуем здесь людьми, мы можем себе купить все, что мы хотим, так что, ну, никаких претензий
к стране нет. Погода, ну, погода это специфика, и все равно к ней уже привыкаешь, уже и гардероб себе подбираешь, то есть максимально уже привыкаешь ко всем, да, вот этим вот, вот этой вот, да, ситуации, ну, которая индивидуальна в каждой стране, то есть тут в этом, так, теперь у меня, как всегда, бумажечка, где я смотрю, про что вам рассказал, про что нет. Ну, наверное, все-таки будем заканчивать, потому что главные тезисы, что я хотел сказать, я сказал. Страна отличная, страна возможностей, страна с людьми, которые финансово обеспечены. Это главное. Если вы хотите открыть бизнес, то он тут всегда будет рентабелен. То есть, если вы угадаете, да, попадете в яблочко, то, поверьте, ваш доход будет просто увеличиться геометрической прогрессии, так как ирландцы это люди, которые с деньгами, по факту это богатая страна, и они любят шопинг. Если вы где-то что-то откроете, где-то что-то сделаете по красоте, то, поверьте, доход у вас будет хороший. Также много фабрик, заводов, различных, да, сфер деятельности, где принимают людей и без знания языка. Очень много наших уже работает, и поляков, и литовцев, латышей, болгар и так далее, которые русский ломаный понимают. То есть много профессий и возможностей, где можно даже без знания пойти сразу работать и зарабатывать нормальные деньги и обеспечивать себя самим, и не просить с протянутой рукой: дайте, подайте, ARP, там еще что-то. Это не надо. Этот вариант уже ушел в лету, я так скажу. А вот если вы сами хотите приехать и начать путь этот, то приезжайте, Ирландия еще принимает. И еще, но я думаю, что скоро все изменится. Всегда на связи, держу в курсе.